Всем привет, дорогие друзья! Сегодня по многочисленным просьбам моих подписчиков я хочу вам рассказать о таком спрее, как Дыши. Если лекарство пить еще рано, но отпор болезни дать необходимо, вам отлично подойдет композиция эфирных масел в одном флаконе. Масло Дыши остановит простуду в самом начале заболевания и защитит всю вашу семью. Масло Дыши – это композиция натуральных эфирных масел, обладающих антисептическими, противовоспалительными и тонизирующими свойствами. Пары эфирных масел обеззараживают вдыхаемый воздух и тем самым препятствуют распространению болезнетворных вирусов и бактерий. Помните, что масло Дыши эффективно только на ранних стадиях простуды и гриппа. Если болезнь в разгаре, не стоит ожидать от него чуда, но даже в такой ситуации пользоваться маслом Дыши необходимо для облегчения симптомов, а также для профилактики простудных заболеваний у остальных членов семьи. Дорогие мои, какие же преимущества у масла Дыши? Преимущества такие, что это полностью натуральный продукт. В его состав входят только эфирные масла растений и левоментол. Безопасный. Благодаря бесконтактному способу применения его пары не сушат слизистую оболочку носа. К маслу Дыши не возникает привыкания. Его можно применять даже детям с года. Эффективно как для предупреждения простудных заболеваний, так и для облегчения их протекания. Исследования показали, что при применении масла Дыши уменьшается продолжительность ОРВИ и быстрее исчезает заложенность носа. Удобно пользоваться, не нужно закапывать в нос. Пары масла просто вдыхают. Флакон с маслом можно взять с собой, куда бы вы ни отправились, на работу, на учебу или на отдых. В состав этого масла входит можжевельник. Пары этого масла предотвращают распространение простудных заболеваний, повышают сопротивляемость организма. Мята. Пары мятного масла обладают бодрящим и болеутоляющим эффектом. В ароматической композиции масла Дыши свежий и бодрящий запах мяты доминирует. Облегчает дыхание при насморке. Применяется в качестве анальгетика, снимает головную боль при простудных заболеваниях. Гвоздика. Эфирное масло гвоздики используется в качестве антисептика и обезболивающего средства. Оказывает сильное противовоспалительное действие. Пары эфирного масла гвоздики обеззараживают воздух. Эвкалипт. Эфирное масло, полученное из листьев эвкалиптового дерева, обладает жаропонижающим эффектом. Повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям. Применяется при простуде и гриппе. Угнетает жизнедеятельность болезнетворных бактерий. Каипутовое масло. Эфирное масло, получаемое из вечно зеленого дерева каипута. Второе название – белое чайное дерево, популярно как средство для лечения простудных заболеваний. Оказывает противовоспалительное и тонизирующее действие. Используется в качестве антисептика. Винтергриновое масло. Масло, полученное из листьев гаультерии, уменьшает воспалительные процессы органов дыхания. Ментол природного происхождения оказывает умеренное спазмолитическое действие, уменьшает выраженность симптомов острого ринита, фарингита, ларингита, бронхита. Таким образом, масло Дыши способно продезинфицировать воздух и тем самым снизить риск заражения в сезон простуд дома, в транспорте, в школе или в офисе. Как принимать? Курс приема и дозировка этого эфирного масла. Для ароматизации воздуха, для обеззараживания, 2-3 капли масла Дыши нанести на салфетку или любую тканевую поверхность и поместить рядом с собой для вдыхания аромата. Для точечного массажа нанести небольшое количество масла Дыши на кожу в точках пульсации. Длительность и частота применения масла Дыши не ограничены. Перед тем, как пользоваться общественным транспортом, отправиться в магазин, кинотеатр и так далее, нанесите
на шарф масло дыши. То есть брызнуть этим аэрозолем или на шарфик, или на рукав. Эфирные масла испаряются без следа с большинства тканей. В офисе, институте или школе можно положить на свой рабочий стол платок или салфеточку, смоченную маслом дыши. Также можно капнуть немного масла дыши на одежду. Если в семье кто-то заболел, увлажните маслом дыши салфетки и разложите их на кухне, в прихожей и других комнатах, где бывают все члены семьи, а также рядом с заболевшим. Для защиты детей можно нанести несколько капелек масла дыши на любимую мягкую игрушку ребенка, с которой он спит или ходит в детский сад. Но, дорогие мои, при этом надо учитывать, что у некоторых людей может быть аллергия на какое-то из этих масел, потому что композиция большая. Поэтому прежде чем пользоваться этим маслом, спреем, обязательно проверьте, аллергичное оно на вас действует или нет. Ну вот, вроде все. По вашим просьбам я вас ознакомила с этим замечательным спреем. Хотя в этой линейке есть и гель, есть и теплое питье от простуды, и пластырь специально дыши клеится около носа. Но это уже я вам расскажу в других видео. Надеюсь, вас заинтересовал этот препарат. Пользуйтесь, будьте здоровы и подписывайтесь на мой канал.